Привет! В этом видео я покажу и расскажу, как я утеплял и обшивал вот этот модуль. Я перевернул модуль на бок и подготовил поверхность к монтажу утеплителя. Использовать буду пеноплекс. Чтобы приклеить листы пеноплекса, я буду использовать вот такой водостойкий и морозостойкий клей. Наносить этот клей я буду вот таким точечным способом. Клей также можно наносить кисточкой или валиком, но в данном случае расход будет гораздо меньше, а результат тот же. Тем более тонкий слой клея может не касаться в некоторых местах заготовки к прилегаемой поверхности. Все закладные для крепления модуля к кузову нужно заполнить монтажной пеной. Обращаю внимание, что листы в нишу нужно подгонять очень точно. Лист не должен оттопыриваться. Кстати, это одна из причин, по которой клей и нужно наносить точечным способом, образуя большие капли, а не тонкий слой. После высыхания пены срезать лишнее и продолжить утепление. Затем я наношу клей. Важно наносить клей непрерывной полосой, чтобы создать герметичный контур, особенно в местах закладных, где в дальнейшем будет отверстие под крепеж. Также наношу клей для пеноплекса. После приклеиваю нижнее основание и переворачиваю модуль обратно. Мне стало любопытно, а что обозначает этот мужик на наклейке, который показывает на накачанную бицуху? Типа ты должен клеить этим клеем так сильно прижимать заготовку, что накачаешь свой бицепс? Или же то, что этот клей действительно сильно приклеивает и его потом не оторвать? Как думаешь, что он обозначает? Напиши в комментариях. Далее утепляю модуль изнутри. Как всегда, подготавливаю поверхность, очищаю ее от грязи и пыли. При утеплении потолка обязательно нужно использовать очки, чтобы ни пыль, ни грязь, ни клей случайным образом не попали в глаза. А еще лучше это все делать в шапке, как я, чтобы в том числе защитить свои волосы. Потолок утеплен, и я перехожу на утепление передней части модуля. Запениваю щели между стойками и настилом пола. Убираю пыль и монтирую утеплитель. Кстати, реально можно накачать бицепс. Для внутренней отделки я использовал 2-мм пластик, листы формата 2 на 3 метра. Делаю надрез ножом, а затем ломаю его в месте надреза. Готовлю вырезы под металлокаркас. Высверливаю углы, вырезаю ножницами. Можно это делать также болгаркой. А затем выламываю лишнее. Перед приклейкой листа его нужно примерить. В случае необходимости внести корректировки. Если все отлично, смонтировать к стене, хорошо прижимая лист для лучшего распределения клея. Я приклеил первый лист внутренней обшивки. Вот этот клей я наносил на металлокаркас, а вот этот клей я наносил на пеноплекс. Благодаря идеальной точности сборки металлокаркаса отсутствуют проблемы при дальнейшей как наружной, так и внутренней отделке. Все детали стыкуются правильно. Так как клей для пеноплекса на стену наносить неудобно, я наношу его на заготовку в лежачем положении. Нужно запастись силами, так как монтаж потолка требует больших физических нагрузок, а точнее выносливости. При монтаже большого листа я подготовил струбцины, которые в данном случае являлись опорами. То есть одну сторону листа я держал руками, а другую положил на струбцины. Одному можно делать все, что угодно. Смекалка и находчивость в помощь. Прижимаю лист, выгоняю воздух, разглаживая листы. Клей схватывает в первые минуты монтажа, что очень удобно. В итоге получилась вот такая красота. Я результатом доволен. После решил утеплить и приклеить пластик к задней двери модуля. В отличие от потолка, монтаж был очень легким. Рассказываю, почему я не утеплил стены, а сразу же перешел к отделке потолка. Это позволило мне закрепить верхние панели пластика, да в принципе, впрочем, как и лицевая передняя, к борту каркаса. То есть я приклеил прямо к нему, и мне не понадобилось сделать никаких закладных в виде там брусков, как это некоторые делают. Я беру пеноплекс. Конечно же, нужно его вырезать идеально, чтобы он подходил. Вот так его приклеиваю. И здесь видно, что пеноплекс уже сам по себе держит вот этот пластик.
Затем наношу клей на следующую деталь и ставлю ее на место. Главное в этом деле точность. Все должно быть подогнано идеально, без единых зазоров и щелей. Вот так работаешь, ползаешь на коленках по твердому настилу, а потом вспоминаешь, что есть у тебя вот такие специальные наколенники, в которых работать просто великолепно. Забыв о дискомфорте в коленях, я значительно ускорился в монтаже пеноплекса. Утеплил часть одной стены, затем перешел к утеплению соседней стены. Почему я не утеплил остальную часть? Да все по той же причине, как и в случае с обшивкой потолка. Перед утеплением нужно сначала смонтировать перегородку. Согласно размерам, подготовил деталь, зафиксировал ее струбцинами и скотчем. На что стоит обратить внимание, когда приклеен лист к перегородке? Если в этом месте его можно прижать малярным скотчем или струбциной, то в этих местах по периметру его можно сразу прижать в распор листом утеплителя. И точно такую же операцию нужно проделать со всеми оставшимися нишами. Перед тем, как это делать, конечно же, нужно сначала продавить места соприкосновения руками, а только потом вырезать утеплитель по размеру ниши. Иначе может образоваться зазор по периметру утеплителя. После фиксации перегородки листами пеноплекса я монтирую оставшиеся внутренние обшивки стен. Обращаю внимание, так как здесь будет кухонная зона, я использую не пластик, а листы композита. Более прочные и огнестойкие. И главное, в листе композита будет надежно держаться вкручиваемый саморез, в отличие от пластика при монтаже кухонного гарнитура, крючков и всего прочего. Утепление вот этой стены стоит производить только после того, когда она будет надежно приклеена к металлокаркасу. Конечно же, можно было начать устройство перегородки изнутри, но это было бы не совсем удобно и, возможно, не так результативно, так как внутренняя обшивка из пластика, а он, в свою очередь, мягкий. А ведь гораздо удобнее вставлять утеплитель в проем с жестким основанием. И к тому же монтировать пластик на все то же жесткое основание. После установки внутренней обшивки я сразу вставляю лист пеноплекса, чтобы подпереть этот лист и прижать его к раме каркаса. Ну что ж, жилой модуль утеплен. Дело осталось за малым — установить две внутренние обшивки стен. Я снимаю внутренние размеры рулеткой и переношу их на заготовку стены. Я специально вырезал это маленькое окошечко, чтобы обвести контур окна с другой стороны. Одной рукой я прижимаю мягкий пластик к каркасу, а другой делаю разметку для дальнейшего выреза. Последовательность операции неизменна. Убрал пыль с обшивки, нанес клей на каркас, затем на деталь обшивки и уже потом смонтировал ее к стене. Удобно работать с пластиком, он гибкий, в отличие от листов композита, и это не составило мне большого труда занести его в модуль. Обязательно нужно выгнать воздух из-под детали, прижать по всему периметру и зафиксировать малярным скотчем. Вот уже начинает вырисовываться результат внутренней обшивки, который уже радует глаз. Остался маленький рывок проделать все то же самое со второй стеной и приклеить последнюю финишную деталь внутренней обшивки модуля. В целом, если подвести итоги проделанной работы, то я могу сказать следующее. Конечно же, все это только начало наружной и внутренней отделки. Потому что нужно еще сделать различные окантовочные уголки, облагородить стыки и швы внутренней отделки и многое-многое другое. В качестве утеплителя можно использовать абсолютно любой материал, такой как пир-плита или же это будет пенопласт и многое другое. В качестве отделки я все-таки рекомендую использовать современные материалы, пластики, композиты и тому подобное. Потому что фанера, честно говоря, для меня это уже вчерашний век. Чтобы получить вот такой результат, используя фанеру, это ее нужно зачистить, зашлифовать, зашпаклевать, покрасить и проделать с ней в принципе много-много операций. А при использовании современных отделочных материалов уже все готово и красить не нужно. Остается лишь снять защитную пленку. На своем опыте я, пожалуй, использовал все возможные материалы, поэтому поверь, дурного тебе не посоветую.
На самом деле в этот жилой модуль можно было вложить очень много денег, но задача-то все-таки сделать бюджетный вариант. Конечно же, если бюджет позволяет, то можно использовать и алюминий для изготовления каркаса модуля. Но к чему эта большая переплата за алюминий ради экономии каких-то 10-15 килограмм? Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки. Пока.